Друзья, всем привет! В этом видео речь у нас пойдет об основе технического анализа, об уровнях поддержки и сопротивления. Кстати, у меня появилась страница в Instagram, туда я буду что-нибудь выкладывать, так что подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. Давайте с вами начнем. Торговлю на своем депозите я уже прекратил в связи с Новым годом. Я не торгую за неделю до и после праздников, поскольку рынок становится максимально нестабильным. Поэтому сегодня у нас будет теоретическое видео по уровням поддержки и сопротивления. Итак, смотрим. Давайте, во-первых, я вам расскажу, как эти уровни рисуются. Смотрите, некоторые рисуют уровни только по телам свечей. То есть вот так вот. Тело свечи — это вот такая вот толстая область, напоминаю. Некоторые рисуют уровень только по теням свечей. То есть вот так вот. Тень — это у нас вот такой вот фитилек от свечи. Вот такая вот полосочка. Уровни строятся на основе отскоков, понятное дело. То есть мы находим на отрезке графика то место, где цена чаще всего отскакивает. Вот наши отскоки. Вот отскок, вот отскок. То есть это у нас уровень. Итак, правильнее всего строить именно область. Область поддержки или область сопротивления. Так будет намного понятнее. Смотрите, как рисуется у нас область. Мы проводим вот такой вот прямоугольничек через тень свечи и через тело свечи. То есть вот здесь вот у нас примерно начинаются тела свечей. Здесь у нас находится первая линия, а вторая линия находится там, где у нас кончаются тени свечей. И получается вот такая вот область. А теперь, почему же отскоки происходят у нас в разных местах? К примеру, возьмем тот же уровень, который мы смотрели. Это уровень 109-140. Провожу я вот такую вот линию. Котировка 109-140 является у нас уровнем. На рынке у нас торгуют реальные люди, и, конечно, не все из них перфекционисты. То есть они могут поставить отложенные ордера. Уровни — это, кстати, скопление ордеров. Они ставят отложенные ордера на несколько пунктов ниже или выше какой-то отметки. Допустим, здесь есть несколько ордеров в этой области. Люди ориентировались на уровень 109-140 и просто выставляли ордера, допустим, на уровне 109-139 или 109-142. То есть в разных местах. Думаю, это понятно. Итак, теперь давайте разберемся с терминами. У нас существует уровень поддержки и уровень сопротивления. Смотрим. Давайте я нарисую линию зеленым цветом, точнее область. Это у нас область поддержки. И красным цветом нарисую область сопротивления. Примерно вот так вот. Поддержка у нас всегда находится внизу, а сопротивление всегда находится вверху. Это зависит от местоположения цены. То есть, еще раз рисую, чтобы было более понятнее. Смотрите, цена находится у нас вот здесь вот. То есть здесь для цены сверху будет область сопротивления. Потом мы видим, что эта область сопротивления пробивается. И теперь для цены область сопротивления становится областью поддержки. То есть вот так вот это все работает. Сверху сопротивление, снизу поддержка. Итак, также существуют такие термины, как бычий и медвежий. Давайте в этом тоже быстренько разберемся. Бычий — это у нас тренд на повышение, то есть цена двигается вверх. Постепенно минимумы повышаются, следовательно, цена двигается на повышение. Это у нас бычий тренд. Есть также тренд медвежий. Это, естественно, у нас свечи на понижение. То есть нисходящий тренд. Цена двигается вниз, постепенно наши максимумы понижаются. Почему именно такие термины? Насколько я слышал, это потому что быки, когда атакуют свою жертву, они атакуют ее снизу вверх, то есть подбрасывают. А медведи, они атакуют свою жертву сверху вниз. То есть вот так вот лапой накидывают и атакуют. Насколько я помню, именно поэтому возникли такие термины. Но это вам чисто для запоминания. Итак, почему же происходят отскоки от уровней, почему происходит пробитие и почему вообще эти уровни работают и как они вообще образуются? Уровни — это психология. Вообще, в принципе, рынок — это психология. Он держится только на психологии людей. Сами по себе уровни ничего не значат. Они работают только потому, что ими пользуются другие люди. То есть рыночная толпа визуально видит уровень и, естественно, им пользуется. Если бы уровня не было видно визуально, то уровня бы в принципе и не было. Я думаю, это логично. Давайте я объясню на примере уровня Фибоначчи. Отдалим немножко наш график.
Давайте найдем какое-нибудь хорошее место. Например, вот здесь вот. А что такое уровни Фибоначчи? Это у нас такие виртуальные уровни, которые ничего общего с движениями цены не имеют. Но сейчас я их нарисую, и они будут работать. Рисуются они от максимума к минимуму. Вот так вот. Как видите, я просто провел диагональ от максимума к минимуму, и у нас возникли уровни. Почему эти уровни рабочие? Поскольку уровнями Фибоначчи пользуется множество трейдеров. То есть видим, да, что цена на эти уровни очень хорошо реагирует. Вот наши реакции от уровней Фибоначчи. Максимально хорошая отработка. Уровнями пользуются все. Теперь давайте рассмотрим даже, к примеру, линию МА. Это тоже у нас своеобразный уровень. Давайте период 100 возьмем. Вот так вот. И мы увидим, что цена также реагирует на эту линию. Почему? Поскольку на рынке сидят те люди, которые пользуются линиями МА. Следовательно, они предпринимают какие-то действия, когда цена подходит к этой линии. Давайте немножко в размерах увеличу. То есть, смотрите. Опять же, если цена находится снизу от уровня, то это уровень сопротивления. Если сверху от уровня, то это уровень поддержки. Все то же самое. Естественно, уровни могут быть не только такими. Уровни могут быть еще и трендовыми. Вот, к примеру, видим тренд. Тренд на повышение. Рисую линию через отскоки от уровня. Уровень поддержки и уровень сопротивления. Здесь цена двигается в восходящем канале, также в пределах каких-то уровней. И цена у нас двигается всегда от уровня к уровню. Это у нас рыночный такой закон. Поскольку цене нужно какое-то место, чтобы начать стартовать и производить какое-либо действие. Бывают уровни сильные и уровни слабые, уровни глобальные и уровни локальные. Слабые уровни — это у нас обычные локальные уровни, через которые цена спокойно проходит. Вот я рисую обычные локальные слабенькие уровни. Цена от них делает какие-то реакции, но очень легко их пробивает. Сильные уровни пробить сложно. Давайте найдем какой-нибудь сильный уровень на часовом таймфрейме. Ну вот, допустим, снизу у нас находится уровень поддержки. Видим очень мощные реакции от этого уровня. Уровень у нас сильный, цена не может его пробить. Кстати, смотрите. Чем резче отскок от уровня, чем он импульсивнее, тем сильнее наш уровень. То есть видим вот такую вот формацию в виде буквы В при отскоке от уровня поддержки. Цена здесь подошла, и ее очень резко вытолкнули вверх. Это нам говорит о силе нашего уровня. Следовательно, если цена подойдет к этому уровню второй раз, то можно рассчитывать на такую же реакцию. Видим, что цена у нас подошла к этому уровню, и вот у нас сильная реакция на повышение. Также, чем больше у нас таймфрейм, тем значительнее будет уровень. Давайте я, к примеру, нарисую здесь горизонтальные линии. Это просто наши обычные уровни. Теперь возьмем, допустим, дневной таймфрейм, даже 7-дневный, и видим, что те уровни, которые я нарисовал, на 7-дневном таймфрейме становятся одним уровнем. Вот наш один уровень поддержки и одновременно сопротивления. То есть в пределах уровня на больших таймфреймах в области могут быть куча локальных уровней на более мелких таймфреймах. Я думаю, это понятно. Чем больше таймфрейм, тем сильнее уровень. Итак, давайте теперь поговорим о пробитиях уровней. Опять же нарисую уровень сопротивления и уровень поддержки. Смотрите, цена долгое время движется вот в таком диапазоне. Ходит от уровня к уровню. А что происходит дальше? Дальше наши минимумы начинают повышаться. Вот видим, что минимумы у нас повышаются. О чем это говорит? О том, что сил у продавцов становится все меньше и меньше. То есть продавцы потихоньку переставляют свои позиции в покупке. И когда вот эта вот котировка, то есть уровень сопротивления, станет невыгодным для продажи, тогда цена у нас пробивается вверх. Повышающиеся минимумы, которые я вот здесь вот нарисовал, как раз говорят о том, что интерес у продавцов здесь падает. Поэтому
следует ожидать пробития вверх. Также давайте рассмотрим ретест уровня. То есть повторное тестирование после пробития. Опять же рисую уровень сопротивления. Видим, что цена у нас пробила уровень. Далее подошла опять же к тому уровню, который она пробила. И произошла сильная реакция на повышение. То есть уровень сопротивления стал для цены уровнем поддержки. Именно ретесты пробитых уровней на самом деле считаются максимально безопасной точкой входа. Но опять же здесь нужно это все подтверждать. То есть, допустим, здесь мы увидели реакцию на повышение от пробитого уровня, следовательно, можно ожидать дальнейшее повышение, если мы увидели какие-то подтверждения. Цена может, к примеру, также и вернуться спокойно на уровень, в этот диапазон. Но по умолчанию цена, конечно, стремится отскочить от того уровня, который она недавно пробила. И опять же, да, здесь действует психология. То есть, если кто-то увидел пробитие уровня, то где выгоднее всего будет покупать? Естественно, на пробитом уровне, на уровне поддержки. Именно поэтому здесь произошла сильная реакция на повышение, потому что здесь покупать в данных условиях выгоднее всего. Поэтому ретесты уровней считаются хорошей отправной точкой для нашей цены. Итак, в этом видео речь у нас шла об уровнях поддержки и сопротивления. В следующих видео мы с вами уже будем работать по этим уровням. Будем рассматривать фигуры технического анализа, рассматривать паттерны, price action и тому подобное. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным, и подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.